1733 году по всей Европе двигались войска. Армии Испании и Франции, Австрии и Пруссии, полки германских и итальянских государств вступали в войну, охватившую весь континент. Ее причиной стало, казалось бы, рядовое событие – выбор нового короля Польши. Но от того, кто станет новым польским монархом, действительно зависело будущее Европы. Для России этот вопрос стоял не менее остро. Какой будет польская политика при новом короле? Прекратятся ли притеснения православных христиан в Польше? Станет ли сама Польша союзником или вновь с ее территории будет исходить угроза военного вторжения? Чтобы отстоять безопасность российского государства, правительство императрицы Анны Иоанновны было вынуждено двинуть в Польшу войска. Так разгорался масштабный военный конфликт, вошедший в историю как война за польское наследство. Россия и Польша – два сильных соседа, два давних соперника. Мир между ними нередко сменялся спорами из-за границ их владений. В начале 17 века Польша вмешалась в русскую смуту, и ее король Сигизмунд III даже вторгся в московское государство. После ряда войн Россия отвоевала у поляков Киев и всю левобережную Украину. С того времени Речь Посполитая, самое большое государство Европы, стало приходить в упадок. Речь Посполитая – Федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Существовала с 1569 по 1795 годы, после чего была ликвидирована как государство, а ее территория разделена между Россией, Пруссией и Австрией. Располагалась на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также на части российских, латвийских, эстонских, молдавских и словацких земель. Название «Речь Посполитая» – дословный перевод на польский язык латинского выражения «res publica», то есть «общее дело» или «республика». Титул монарха в Польше присваивался по результатам выборов, в которых участвовало все польское дворянство, шляхта. На выборы съезжались порой тысячи людей, и голосование проходило в чистом поле с шумом, криками и скандалами. Иногда выбор оказывался удачным, и трон занимал выдающийся человек, такой как Ян Собеский, полководец, разгромивший турецкую армию и спасший Европу от османского нашествия. В 1696 году король Ян умер, и место на троне оказалось вакантным. На освободившееся место претендовали два кандидата – французский принц Франсуа Луи де Бурбон-Конти и правитель немецкой Саксонии Фридрих Август, носивший титул курфюрста. Часть дворянства склонялась на сторону принца Конти, надеясь на то, что французский представитель будет полностью зависеть от Сейма, собрания польской шляхты. Но у этой кандидатуры был существенный недостаток. Франция далеко, и ее войска вряд ли окажут Польше своевременную помощь. Аргументы саксонцев выглядели более убедительно. Фридрих Август обладал боеспособной армией, а союзником имел русского царя Петра I. Противостояние на выборах едва не привело к гражданской войне, но в итоге корону получил немецкий курфюрст.
Под именем Августа II он правил сразу двумя государствами – Саксонией и Речью Посполитой. Вскоре началась Северная война между Россией и Швецией. Фридрих Август стал сильнейшим из российских союзников, и шведский король Карл XII со своей армией вторгся в Польшу. Польская армия терпела поражение за поражением. Недовольные этим поляки объявили своего короля низложенным. На его место избрали Станислава Лещинского. Станислав Лещинский. Потомок старинного польского шляхетского рода. К началу Северной войны занимал должность познанского воеводы. После свержения Августа II был отправлен ко двору шведского короля с дипломатической миссией и настолько впечатлил Карла XII, что тот выдвинул его кандидатуру на польский престол. Правление Лещинского оказалось непродолжительным. 27 июня 1709 года русские разгромили шведскую армию под Полтавой. Эта победа Петра Великого тут же изменила соотношение сил в Европе. При поддержке русской армии Август II вернул себе корону, а Лещинский бежал во Францию. С тех пор почти четверть века польский престол занимал король Август. Современники дали ему прозвище «Сильный». Он легко ломал подковы и гнул серебряные монеты, а кроме того отличался влечением к женскому полу. По Европе ходили рассказы о похождениях короля, который будто бы оставил после себя 3,5 сотни внебрачных детей. Единственный законный сын короля особыми талантами не отличался. Звали его Фридрих Август, как и отца. Именно он стал одной из ключевых фигур новой войны, в которую оказались втянуты европейские державы. Николай Чемерзин стал офицером недавно. Позади были годы, проведенные в родительском доме. Там он вырос, получил образование и приобрел военные навыки. Все как положено дворянскому сыну. А потом пришла пора расставания. Молодой человек уезжал в армию с тревогой, ведь первый чин присваивался с одобрения офицерского состава полка. «Сочтут достойным или нет», — переживал юный Чемерзин. Но волнения были напрасны. Началась служба, и молодой прапорщик старался показать себя с лучшей стороны. Его драгунский полк стоял на Украине. Совсем рядом волновалось дикое поле, отделявшее Российскую империю от Крымского ханства. Из века в век татары совершали оттуда набеги на русские земли. Не давали они покоя и теперь, нападая на украинские городки и уводя их жителей в плен. Самому Чемерзину еще не довелось иметь дело с неприятелем. Пока он только слушал рассказы своих сослуживцев о стычках с крымцами. Слушал и волновался. Сумеет ли он показать себя в бою? Но с этим пришлось повременить. Полку приказали выступать в Польшу. «1 февраля 1733 года скончался король Август Сильный, и эта смерть стала началом череды международных конфликтов. О том, что самочувствие Августа II ухудшилось, было известно давно. За несколько лет до его смерти Санкт-Петербург и Вена начали дипломатические консультации. Речь Посполитая разделяла земли двух союзных держав – России и Австрии. В случае войны возникала проблема.
Согласятся ли поляки беспрепятственно пропустить войска с обеих сторон? И для австрийского императора Карла VI, и для русской императрицы Анны Иоанновны было крайне важно иметь в соседнем государстве дружественное правительство. Анна Иоанновна, российская императрица из династии Романовых. Четвертая дочь царя Ивана V, брата и соправителя Петра I, герцогиня Курлянская. В 1730 году, после смерти императора Петра II, заняла российский престол по приглашению группы влиятельных аристократов Верховного Тайного Совета. Прибыв в Москву, вопреки договоренностям, распустила Совет и восстановила самодержавную власть. Во время ее царствования была проведена обширная реформа российского флота, развивалось кораблестроение. Вопрос о том, кто займет польский престол, был для России крайне важен. В самой Речи Посполитой усилились гонения на православных жителей, которые находились под покровительством российской короны. Они были объявлены вне закона и лишены гражданских прав, что нарушало условия так называемого «вечного мира», заключенного между Россией и Польшей. Тем временем изгнанный с трона Станислав Лещинский снова набирал политический вес. Он породнился с французским королем Людовиком XV, выдав за него свою дочь. Теперь за спиной Лещинского стояла Франция, враждебная и России, и Австрии. В Петербурге и Вене понимали грозящую опасность и готовились противостоять возвращению Лещинского, если понадобится, даже силой оружия. Нового короля Польши еще предстояло выбрать на Сейме. Пока же в отсутствие монарха управление страной осуществлял примас, то есть глава католической церкви Речи Посполитой, граф Теодор Потоцкий. Теодор Потоцкий родился в Москве. Его отцом был польский пленник, который пользовался благосклонностью царя Алексея Михайловича, а матерью – дочь московского боярина Салтыкова. Теодор был крещен по православному обряду и наречен Федором. После переезда в Польшу родители обратили сына в латинскую веру и отдали в иезуитское училище. Потоцкий первым делом распустил гвардию покойного короля, а всем саксонцам, которые находились в стране, приказал немедленно покинуть ее пределы. Когда же Потоцкий проговорился, что желает видеть на престоле Станислава Лещинского, настороженность русского правительства переросла в тревогу. Кабинет министров Российской империи собрался на чрезвычайное заседание. Русская армия двинулась к польской границе, но сначала решили повлиять на исход королевских выборов испытанным способом – с помощью денег. Пустить в ход золото собирались и в Вене. Австрийский император Карл VI и русская императрица Анна Иоанновна пришли к общему выводу – дать отпор сторонникам Лещинского сможет только партия саксонского курфюрста Фридриха Августа III, саксонца. Фридриха поддерживала и значительная часть польско-литовской шляхты. Тем временем Теодор Потоцкий открыто агитировал польское дворянство за Лещинского, надеясь таким образом усилить свое влияние. В августе 1733 года от берегов Франции отчалила военная эскадра. На борт флагманского корабля поднялся богато одетый человек. Многие были уверены, что этот вельможа – сам Станислав Лещинский. Тот не спорил. Лишь отдельные посвященные знали, что перед ними не поляк, а француз, граф де Трианж.
Сам Станислав Лещинский пробирался на родину по суше. Облачившись в скромные одежды, он сел в Париже в карету и под видом купеческого приказчика добрался до Варшавы. Там, не привлекая к себе внимания, укрылся в доме французского посла, ожидая своего избрания на польский трон. К тому времени Россия уже сосредоточила на границе с Польшей 35-тысячную армию. Собирали силы австрийцы. Поддержать их обещала Саксония. Война была неизбежна. В июле 1733 года россияне выступили в поход. Их путь лежал через восточные области Речи Посполитой, территорию Великого княжества Литовского. Кроме литовцев, здесь проживали украинцы и белорусы, по большей части православные. Они уже давно жаловались на притеснение со стороны католиков и обращались к Анне Иоанновне с просьбой о защите. Поэтому русская армия не встретила никакого сопротивления. Местные жители не скрывали радости при виде русских солдат и офицеров. А под Варшавой уже начинались выборы короля. В чистом поле собрались десятки тысяч человек. В 8 часов под проливным дождем Теодор Потоцкий объезжал ряды избирателей и спрашивал, кого из кандидатов они хотят поддержать. К тем, кто не хотел видеть на троне Лещинского, он старался не приближаться. Им просто не давали слова. Поэтому над полем, сливаясь со звуком труб, разносился единственный клич: «Да здравствует Станислав!». Так Лещинский был объявлен польским королем во второй раз. Однако его торжество было недолгим. Русские войска приближались к Варшаве. Начало похода стало для Чемерзина сплошным разочарованием. Он готов был ринуться в бой, чтобы показать собственную удаль. Но врага не было видно. Вместо польских солдат юный прапорщик встречал только крестьян, которые с любопытством смотрели на русских. На постое он слушал рассказы православных священников и жалобы на бесчинство католиков. Зарядили дожди, дороги развезло. Идти вперед становилось все труднее, а вскоре войска и вовсе остановились. Оказалось, что поляки разрушили мост через реку. Пока чинили переправу, прапорщик отправился к берегу, где впервые увидел командующего русской армией генерала Ласси. Ласси Петр Петрович, генерал-фельдмаршал, русский полководец, уроженец Ирландии. Настоящее имя Пирс Эдмонд де Ласси. После вынужденного побега из Ирландии служил во Франции и Австрии. Затем стал под знамена Петра I. Участник Северной, русско-турецкой войн и ряда других кампаний. К началу Польской войны носил звание генерал-аншефа. Теперь Ласси вел свою армию на Варшаву. Из-за распутицы продвижение было медленным. Но Петр Петрович и не торопился, щадил солдат, берег их силы. Те чувствовали заботу и платили генералу искренней любовью. 20 сентября 1733 года русские войска подошли к польской столице. Бросаться на штурм Ласси не стал. По его приказу на берегу Вислы установили пушечную батарею. Этого хватило, чтобы утихомирить поляков, которые попытались атаковать русских. Варшава хорошо просматривалась в подзорную трубу, но приказа наступать все не было. Уже пришли известия об избрании нового короля, которого нарекли Августом III. А русские стояли и ждали. Сослуживцы Чемерзина мечтали поймать Лещинского. Да и сам прапорщик хотел отличиться, но вместо подвигов одни караулы.
Приказ о наступлении пришел неожиданно. В лагере все сразу ожило. Пехота строилась в боевые порядки, драгуны спешно седлали лошадей. Мост был уже наведен. Оставалось лишь перейти реку и ворваться в Варшаву. Город выглядел подозрительно тихим. Никто не стрелял, не мешал русским переправляться на другой берег. Улицы польской столицы поражали своей пустотой. Жители попрятались по домам. И снова ни малейших следов неприятеля. Так беспрепятственно прапорщик вместе со своим полком вступил в польскую столицу. Только потом он узнал, что за несколько дней до этого другая часть русских войск совершила обходной маневр и нанесла внезапный удар по Варшаве. Сторонники Лещинского бежали практически без боя, и еще раньше город покинул сам пан Станислав. Лещинский не надеялся на свое войско. Поляки все еще предпочитали воевать по старинному обычаю. По старой традиции, во время войны дворяне Речи Посполитой собирали отряды из слуг, вооружали их и вели на войну. Эта форма ополчения называлась «посполитым рушением». Часто эти отряды защищали страну. Но в XVIII веке исход сражения решали выученные регулярные армии. У Польши она была, но серьезной силы не представляла. Собранные Лещинским дворяне лишь крутили усы, звенели саблями и убегали от русских войск. Поэтому новый король предпочел перебраться в Гданьск, не дожидаясь русской атаки. Гданьск – город на побережье Балтийского моря. В 1308 году был захвачен рыцарями Тевтонского ордена и переименован в Данциг. В XIV веке стал членом Ганзейского торгового союза. В 1466 году по результатам 13-летней войны был присоединен к Польше и вернул себе первоначальное название Гданьск. Этот город представлял собой отлично укрепленную крепость, а близость к морю позволяла получать помощь от Франции, на которую Лещинский возлагал большие надежды. Однако французы не спешили посылать войска. Они понимали, что, выведя свою эскадру на Балтику, получат нового противника в лице Англии. Вместо этого Франция воспользовалась участием Австрии в польских делах как благовидным предлогом и объявила ей войну. В октябре 1733 года армия короля Людовика XV перешла в наступление против австрийцев. Так слабая Польша, раздираемая внутренними противоречиями, стала поводом для нового конфликта, который охватил половину Европы. На тот момент Россия не могла оказать военную поддержку союзной Австрии. Войска Петра Ласси были заняты усмирением Польши. В стране разбойничали отряды станиславчиков, как называли сторонников Лещинского. Практически вся польская армия превратилась в шайки разбойников, которые грабили и убивали мирное население. Больше месяца прошло в мелких стычках, которые изматывали солдат. Наконец, 29 ноября 1733 года генерал Ласси собрал свой корпус. 12 тысяч драгун, пехотинцев, сербских гусар, казаков и саксонцев. Затем за счет подошедших резервов число увеличилось до 17 тысяч. Русский командующий двинул войско на Гданьск, где укрылся Лещинский. Здесь, на берегу Балтийского моря, укрытый стенами мощной крепости, король чувствовал себя хорошо защищенным. С ним находились по разным подсчетам от 20 до 24,5 тысяч вооруженных сторонников. Солдаты постоянного гарнизона, шляхтичи и местное ополчение. В городе не было недостатка ни в артиллерии, ни в боеприпасах, ни в продовольствии.
Лещинский был уверен в том, что русские не смогут взять Гданьск. Укрепления были недавно перестроены по последнему слову инженерной науки. Стены стали прочнее, увеличилось количество орудий. Новый польский король верил, что даже если не удастся отбросить русских от крепости, Франция обязательно придет ему на выручку. Да и в самой Польше у него оставалось еще достаточно сторонников. Предположения Лещинского оправдались. Корпус Петра Ласси не располагал тяжелой артиллерией, а легкие пушки не могли причинить вреда крепостным сооружениям. Ласси сделал все, что смог. Русские заняли города Нишаву, Грауден, Торн и, добравшись до Гданьска 8 февраля 1734 года, блокировали крепость. Однако Петербург требовал большего. Поскольку положение не менялось, в столице решили сменить командующего. Русскую армию в Польше возглавил фельдмаршал Миних. Бурхард Кристоф фон Миних. Граф, генерал-фельдмаршал, государственный деятель, инженер. Родился в немецком княжестве Ольденбург. В 1721 году перешел на русскую службу. Один из сподвижников Петра I и самых знаменитых российских полководцев эпохи императрицы Анны Иоанновны. В России его звали Христофором Антоновичем. Входил в число самых знатных вельмож Российской империи. В марте 1734 года Миних прибыл к осадной армии и сразу приступил к активным действиям. Прежде всего предстояло решить вопрос с тяжелой артиллерией. Кратчайшим путем орудия можно было доставить через Пруссию. Но прусский король не желал ссориться с французами и категорически отказался пропускать через свои земли военные грузы. Пришлось пойти на хитрость. Пушки объявили почтовым багажом, предназначавшимся для герцога Иоганна фон Саксен-Вейсенфельского, командующего саксонскими войсками. Почту пропустили. Так в распоряжение русских войск, осадивших Гданьск, прибыли 3 первые мортиры. Мортира – артиллерийское орудие для навесной стрельбы, то есть для стрельбы при углах возвышения ствола свыше 20 градусов. Мортиры предназначались для поражения целей, укрытых за стенами или в окопах. Их снаряды часто начинялись взрывчаткой и имели большую разрушительную силу, падая на незащищенные крыши зданий в осажденных крепостях. Отличались коротким широким стволом и очень тяжелым весом. Так, русская мортира 1727 года, имея калибр, ширину ствола 210 мм, весила более 700 килограммов. Но чтобы взять крепость, 3 мортир было мало. Миних отправил свою кавалерию, чтобы отбить орудие у неприятеля. Он знал, что расположенная в 50 километрах от Гданьска крепость Мариенбург плохо охраняется поляками. Русские обратили в бегство пехотинцев, защищавших подступы к Мариенбургу. Захватили крепость, сняли с нее все пушки и доставили их в расположение русской армии. Теперь, когда тяжелая артиллерия открыла путь пехоте, русские в течение нескольких дней заняли городские предместья и захватили несколько полевых укреплений, а вместе с ними еще несколько пушек. Однако не хватало боеприпасов. Русским приходилось собирать ядра, которые прилетали к ним из крепости, чтобы пустить их в обратном направлении. А между тем сторонники Станислава Лещинского собирали силы, чтобы снять осаду. Уже несколько недель драгуны бездействовали. В штурмовых атаках участвовали лишь пехотинцы. Тревогу объявили 6 апреля.
пришло известие, что многочисленное польское войско идет выручать Гданьск. Ему навстречу двинули драгун и казаков. Командовать отрядом поручили Ласси, хотя он и был смещен с поста командующего, но остался при армии и теперь ввел 3000-й отряд в бой. Драгуны. От французского «драгон» — дракон. Название рода войск в кавалерии. Могли равно действовать как холодным, так и огнестрельным оружием. Драгуны были обучены вести бой как в конном строю, так и в пешем, в качестве мобильной пехоты, а также в тех местах, где трудно было пройти коннице. В русском войске впервые появились при Михаиле Федоровиче Романове, когда в 1631 году из навербованных иностранцев был сформирован первый драгунский полк нового иноземного строя. Решающее сражение произошло возле городка Височин. Противник превосходил численностью почти на 5000 человек, но Ласси это не смущало. Офицеры недоумевали. Неужели генерал собирается идти в атаку без пехоты с одной конницей? Чемерзин был удивлен не меньше других. Он видел у врага и пехотинцев, и пушки. Размышления Чемерзина прервал приказ — спешиться. Драгуны построились. Ласси собирался обмануть поляков, показать им, что русских много, что у них есть не только кавалерия, но и пехота. Сначала в бой пошли казаки. Их было меньше, и неприятель отбил наступление. Следом бросились вперед драгуны. Прапорщик отчетливо услышал, как кровь стучит в его висках. Он наконец-то участвует в большом сражении. Враги потеряли строй и в ужасе бежали. Когда сражение затихло, на поле боя остались лежать сотни трупов. Победа была полной. Это поражение показало, что с суши помощь к Гданьску не придет. Но в крепости ожидали французскую эскадру с десантом. А русский флот, который мог бы преградить ей путь, еще только собирался выйти из Кронштадта. Миних знал об этом и решился на штурм польских укреплений, чтобы успеть до прихода французов. В ночь на 29 апреля он бросил войска в атаку. Врага выбили из траншей перед стенами города. И тут выяснилось, что командовать наступающими некому. В первые минуты штурма погибло множество офицеров. Солдаты захватили вражеские траншеи, а из крепости по ним вели убийственный артиллерийский огонь. Русские гибли, но бросить занятые позиции отказывались. Миних посылал на передовую одного адъютанта за другим, но русские оставались на месте. Тогда к ним отправился Ласси. Только он смог уговорить солдат отступить. Любимого генерала послушали. Этот неудачный штурм обошелся русской армией в 673 убитых и почти 1500 раненых. А когда рассвело, на рейде Гданьска появилась французская эскадра. Людовик XV отправил на помощь своему тестю 11 линейных кораблей и фрегатов с 2500 человек на борту. Немного, зато это были солдаты лучших полков Франции. Впрочем, те не горели желанием сражаться за польского короля. После высадки союзники Лещинского осмотрелись, посовещались, затем снова сели на корабли и взяли обратный курс. В осажденном городе пришли в отчаяние. Только благодаря дипломатическому вмешательству удалось развернуть французскую эскадру и произвести повторную высадку. В тот же день подкрепление пришло и к русским. Саксонские войска герцога фон Саксен-Вейсенфельского.
Кроме пехотного и кавалерийского полков, он привел под стены Гданьска 6 артиллерийских рот с 36 орудиями и огромным количеством боеприпасов. 2 недели стороны выжидали. Наконец, французы атаковали русский лагерь, надеясь прорваться в осажденный город. Первым, что сквозь непроглядную тьму услышал Чемерзин, были команды на французском языке. Часть драгун сразу обратилась в бегство. Остальные сумели собраться и дать отпор. Французы стали готовиться к новому броску. Прапорщик смотрел на солдат в невиданных ранее мундирах и невольно любовался их твердой выправкой. Вот они строятся, заряжают ружья, сейчас будет залп. Но вместо него прозвучали лишь несколько одиночных выстрелов. И тут русские открыли огонь. Враг начал отходить. Чемерзин со своими товарищами бросился в атаку. Неприятельский лагерь был взят. Отрядом, который прибыл на помощь Лещинскому, командовал французский бригадир Ламот де ла Перус. С самого начала он высказывал сомнения в успехе операции. Офицер считал, что его силы слишком малы, и он ничем не поможет королю Станиславу. Но граф де Плело, французский посол в Дании, прибыл к войскам и настоял на атаке. Де ла Перус был вынужден подчиниться. В наступление солдат повел сам граф де Плело. Чтобы незаметно подобраться к русским, он взял польского проводника. Как выяснилось, тот не слишком хорошо ориентировался на местности и сначала завел французов в болото, а затем вывел их прямо на позиции русских войск. Но к этому времени порох у французов вымок, и те не смогли вести огонь. Французов разбили, граф де Плело погиб. Так закончилось первое в истории сражение между солдатами России и Франции. Миних докладывал императрице. Русские солдаты и офицеры всей акции превеликий кураж, охоту и радость оказывали. И ничего так не желали, как чтоб французы еще пришли и другой раз бы отведали. Тем временем к берегам Гданьска прибыл русский флот. 14 линейных кораблей и 9 фрегатов, а также несколько мелких судов. Парусные линейные корабли применялись в морских боях с 17 до середины 19 века. Численность их экипажей составляла от 300 до 800 человек, а вооружение – от 52 до 100 орудий. Фрегаты отличались от линейных кораблей меньшими размерами, а также количеством и калибром артиллерийского вооружения. Гданьск оказался в морской блокаде. Теперь артиллерия била по крепости и с суши, и с моря. Еще печальнее обстояли дела у французов. После гибельной атаки графа де Плело они отступили на пустынный остров, который полностью простреливался русскими орудиями. Французские солдаты страдали от голода и болезней. Ситуация была безвыходной, и Ламот де ла Перус собрал офицеров на военный совет. Большинство офицеров высказалось за капитуляцию, и вскоре французы сложили оружие. Впрочем, русские окружили побежденных теплом и заботой. Офицеров отправили в Петербург, где их ждал прием у императрицы и бал. После этого французы вернулись домой, оставив русским знатные трофеи: 30-пушечный фрегат, 2 малых судна, 103 пушки и 5 мортир. Лещинский, узнав о капитуляции французского десанта, понял, что проиграл. Оставаться в Гданьске не имело никакого смысла. В Польше еще сопротивлялись разрозненные отряды его сторонников, но рано или поздно их ожидало поражение от русских. Бывший король, переодевшись простым крестьянином, бежал из крепости. Вскоре капитулировал и весь гарнизон.
После сдачи Гданьска в плену оказались сам примас граф Фёдор Потоцкий и французский министр маркиз де Монти, а также польские военачальники, 1197 наемников, 2147 французских солдат и 5 польских полков. На город была наложена контрибуция в 2 миллиона талеров. Русским достались 114 крепостных орудий с боеприпасами и 1130 пудов пороха. Полк Чемерзина уже должен был покинуть окрестности Гданьска, когда Миних спросил у полковых командиров, кто из их офицеров хорошо владеет немецким. Нужен был переводчик, чтобы перевести на русский условия капитуляции. Начальник Чемерзина указал на молодого прапорщика. Так тот и оказался лицом к лицу с командующим. Миних Чемерзину не понравился. Надменный он какой-то. Ни солдат, ни офицеров за людей не держит. Вспоминались и слухи, которые гуляли по армии. Будто Миних был в тайном сговоре с Лещинским. Тот щедрой рукой отсыпал золото, и командующий позволил королю сбежать. Не может быть такого, чтобы российский фельдмаршал покусился на золото. К тому же Миних богат. Зачем ему все это? Рассуждая так, Чемерзин успокаивался. Покидая Гданьск, он несколько раз оборачивался. Крепость становилась все меньше и меньше, пока совсем не пропала из вида. Лещинский снова, как и четверть века назад, покинул Польшу. Однако шляхта, избравшая его королем, отказывалась признавать Августа III своим монархом. Отряды мятежников не давали передышки русскому командованию. Разгромить их было трудно, поляки избегали открытого противостояния. Но если бой все-таки случался, русские неизменно выходили победителями. Без выстрела сдался город Броды в Галиции. Всего несколько дней сопротивлялся Сбараш, а затем выкинул белый флаг. Более полугода понадобилось русским, чтобы утихомирить польских панов. Наконец, 25 декабря 1734 года Августа III короновали в Кракове. Теперь, когда у России освободились руки, пришло время помочь союзникам-австрийцам, которые сражались с французской армией. Войска Австрии заметно уступали в численности французам. Кроме того, австрийские полки были плохо обучены. Весной 1735 года корпус под командованием генерала Ласси прибыл в распоряжение австрийского главнокомандующего Евгения Савойского. Ласси докладывал императрице. Солдаты в пропитании нужды не имели, и жалоб ни от кого никаких на войско не приходило. В здешних краях очень удивляются, что многочисленная армия содержится в таком добром порядке. Из дальних мест многие приезжают смотреть наше войско. Прибытие русского корпуса произвело настолько сильное впечатление на французов, что те фактически прекратили боевые действия. А осенью того же года они заключили с Австрией мир. Рейнская кампания стала для Николая Чемерзина увеселительной прогулкой. В Австрии русских ожидала восторженная встреча, а затем и парад, который принимал сам главнокомандующий Евгений Савойский. В декабре 1735 года, так и не скрестив оружие с врагом, русская армия покидала владения австрийского императора. Россия добилась своих целей. Вынудив Станислава Лещинского раз и навсегда отказаться от претензий на польскую корону, Санкт-Петербург усилил влияние на Польшу и укрепил международные позиции. В утешение Лещинскому сохранили ничего уже не значащий королевский титул и отдали во владение Лотарингию, герцогство на северо-востоке Франции. Сами французы тоже остались довольны. Им удалось присоединить к своим владениям часть австрийских земель.
Но создать угрозу России в лице марионеточной Польши они не смогли. Так была поставлена точка в войне за польское наследство. Не успел корпус Ласси перейти русскую границу, как разгорелась новая война с турками. Ласси, получивший звание генерала-фельдмаршала, двинулся к Азову, чтобы отбить эту крепость у неприятеля. Сопровождал его и Николай Чемерзин. Крепость сдалась через 2 дня после начала штурма, но сам Чемерзин был смертельно ранен в бою. Его родители так и не увидели живым своего возмужавшего сына. Как не увидели своих сыновей миллионы других отцов и матерей, чьи дети отдали свои жизни за родину и в памятных до сего дня, и в забытых войнах.